Но предупреждаю вас, Ватсон, характер у него трудный. Очень. Я бы сказал, даже невыносимый. То есть? Он чудаковат. У него странные привычки. Он нелюдим. Отлично. Я тоже не очень общительный. Здесь. Ну что, не передумали? Мне выбирать не приходится. Мистер Шерлок Холмс у себя? Проходите, он наверху. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Нашел. Что именно? Формулу. Я нашел реактив, который осаждается гемоглобином и ничем другим. Но позвольте представить, доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс. Давно с Востока? Недавно. Ну, как вы узнали? Пустяки. Скажите, доктор Ватсон, вы понимаете всю важность моего открытия? Да, как эксперимент это интересно. Но какое практическое применение? Господи, именно практическое. Вы просто не понимаете, какие возможности это открывает перед судебной медициной. Дайте палец. О, нет. Всего одна капелька крови. Видите, вода кажется совершенно прозрачной. Соотношение крови ничтожно. Всего 1 к миллиону. Теперь. Ну, что вы скажете? А теперь представьте, что на одежде подозреваемого находят маленькое бурое пятнышко. Что это, кровь? Ржавчина? Фруктовый сок? Краска? Ни один эксперт не берется определить. А с помощью моего реактива это можно сделать за 1 минуту. Да, действительно. Беру свои слова назад. Все это очень интересно, Холмс. Но я привел к вам Ватсона по другому делу. Вы говорили, что эта квартира вам не по карману. Да, дороговато. Ну вот, а Ватсон, как вы правильно угадали, только что из восточных колоний. И ищет в Лондоне жилье, но недорогое. Я думаю, для двоих это будет недорого. Да, и если вам по-прежнему нужен компаньон, то... А если это подойдет мистеру Ватсону? Здесь 2 отдельные спальни, а гостиная общая. Ну, это все вы, конечно, уберете. Ну что же, здесь очень славно. Меня все устраивает. Так что я могу переехать сюда завтра. Ну, вот и прекрасно. Угу. Я понимаю вас, мистер Ватсон. Вы познакомились с миссис Хадсон, симпатичная старушка, и не сует нос в чужие дела.
Но я совсем другое дело. Во-первых, я курю. Ну что же, я тоже курю. Во-вторых, я играю на скрипке. Я, к сожалению, не играю на скрипке, но люблю послушать хорошую музыку. В-третьих, я ставлю химические опыты. Это ваше право, тем более, что они весьма успешны. И в-четвертых, ко мне ходит очень много народа. Зато ко мне, боюсь, никто не придет, кроме мистера Стэнфорда. Так что среднее арифметическое число визитеров будет невелико. И потом, мистер Холмс, у меня есть та же добродетель, что и вашей хозяйки. Я не сую нос в чужие дела. А я люблю совать нос в чужие дела. Это вы сами добыли? Да, это мне повезло. Хотя я неплохой стрелок. Кстати, мистер Холмс, Да. а как вы догадались, что я был в восточных колониях? Это простейшая цепь рассуждений. Стэнфорд представил вас как доктора. А выправка у вас армейская. Значит, военный врач. Левая рука плохо действует. Значит, были ранены. Ну и остается вспомнить, где недавно британские войска вели военные действия. На Востоке. Да. И в самом деле очень просто. Мистер Ватсон, Да-да? это роман. Да. Вы что, читаете романы? А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс. Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику. Ну, а история, философия? История, философия в руки не беру. Ну, а как же Аристотель, Жанна д'Арк, Коперник? Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой. Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен?